Добрый день, мы из Украины. И я рад приветствовать вас на своем канале. Как всегда, приглашаю подписаться, поставить лайк этому видео, если оно вам понравится, чтобы его могли увидеть как можно больше людей. А мы с вами начинаем очередное видео по оперативной обстановке за прошедшие сутки. И сегодня на календаре у нас 11 января и киевское время 18 часов. Ну, что ж скажу, что сутки очень напряженные, прошли очень напряженные обстановки. В Бахмуте обстановка контролируемая, тяжелая, но контролируемая. В Солидаре обстановка близка к критической. Но силы обороны Украины держатся. Город примерно наполовину под нашим контролем. Идут бои где-то в районе центра города. Очень ожесточенные бои. Ну, об этом поподробнее по оперативным направлениям. За прошедшие сутки вооруженные силы Украины отбили атаки по окрестностям Гряныковки, Херсонская область, Тельмаховка, Луганская область, Спорная, Веселая, Бахмут, Клещиевка, Майорск, Водяная, Красногоровка, Марьинка Донецкой области. То есть вот это добавилось только Херсонская область, там тоже были боевые столкновения в районе этого населенного пункта. А так огненная дуга, которая начинается в Луганской области и идет в Донецк и продолжается в Донецкой, она продолжает гореть. Российские войска ведут активные наступательные действия, пытаются вести активные наступательные действия. Мы ведем оборонительную операцию на этом участке. В то же время российские оккупанты нанесли 6 ракетных и 16 авиационных ударов и нанесли более 50 ударов реактивными системами залпового огня. В основном по гражданской инфраструктуре Харьковской, Донецкой и Херсонской областей. Угроза воздушных ракетных ударов противника остается высокой по всей Украине. Берегите себя и не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Кстати, нам предстоит, я уже об этом говорил неоднократно, не устану повторять. Почему? Потому что нам предстоит 2 недели практически сплошных воздушных тревог. Россия постарается вымотать нам нервы своими учениями, летно-тактическими учениями в Белоруссии. Максимально нам и частично странам, граничащим с Белоруссией, в том числе, естественно, и НАТО, потому что они в составе НАТО. Так что мы должны быть к этому готовы и не игнорировать сигналы воздушной тревоги, потому что никто не гарантирует, прилетит или не прилетит. Северское направление. Здесь обстрелы. Пострадали от минометных и артиллерийских ударов Черниговская и Сумская область. На Слобожанщине Харьковская область. В Харьковской области было обстреляно порядка 19 населенных пунктов вдоль всей границы с Российской Федерацией. Купянск и Лиман. Позиционные бои. На Лиманском направлении противник пытается атаковать. Там самые ожесточенные бои идут в районе Кременной. Туда уже переброшены, я говорил вам, для усиления российских войск десантники. Российские десантники, которые пытаются вести наступление для того, чтобы остановить продвижение наших вооруженных сил. Мы медленно, но уверенно продвигаемся в направлении Кременной. И, естественно, противник начинает ужесточать встречный огонь для того, чтобы не допустить освобождения нашими войсками населенного пункта Кременная. Это может обвалить фронт. Очень сильно может обвалить фронт. И даст нам возможность продвигаться сразу в 3 направлениях. На Сватово, отсекая вот эту линию обороны, которую они построили по трассе Сватово-Кременная, на Старобельск можем двинуть или на Северодонецк-Лисичанск. Так что это очень важный населенный пункт, и там за него идут очень тяжелые, серьезные бои. Бахмут. Бахмутское направление остается самым тяжелым, близким к критическому.
Но сегодня в Бахмуте ситуация более-менее контролируемая, за исключением Солидара. Там ситуация, ну, я бы сказал, наверное, больше непредсказуемая, потому что бои продолжаются практически непрерывно, и на данный момент никто не может гарантировать исход этого боя. Удастся российским войскам продвинуться вперед или удастся нашим войскам отбить те позиции, которые сейчас занимают российские войска, сейчас сказать очень тяжело. Есть подтверждение по поводу Солидара, есть подтверждение, что враг находится в районе бывшей 20-й школы. Там ЦНАП, Центр надання административных послуг, в последнее время размещался. Точная ситуация в городе по состоянию на 10 января неизвестна, уличные бои. И ждем, что нам скажет Генеральный штаб, какова ситуация на данный момент. Но судя по тому, что в Генеральном штабе не могут сейчас, не хотят, точнее, не дают точной информации по состоянию дел на сейчас в Солидаре, значит, пока что ситуация неопределенная. В самом Бахмуте идут штурмы наших позиций, но в принципе более-менее линия стабилизирована. Противник за прошедшие сутки успеха не имел. Идут ожесточенные уличные бои. Там ситуация более-менее контролируемая со стороны вооруженных сил Украины. Авдеевка. Тут на Авдеевском направлении очередной штурм Невельского провалился. Ситуация, в принципе, примерно напоминает как Бахмут, но только в миниатюре. Количество атак намного меньше и натиск этих атак тоже намного ниже. Каждый день по несколько раз малые группы пробуют пройти, точнее атаковать наши позиции на Авдеевском направлении. Получают отпор с нашей стороны, часть убивают, часть получает ранения и возвращаются, те, кто уцелел, возвращаются обратно. Также штурм наших позиций в районе Красногоровки, это которая ближе к Авдеевке, тоже был отражен, противник успеха не имел. Новопавловское и Запорожское направление. Здесь позиционные бои, обмен артиллерийскими ударами. На Запорожском направлении противник обстрелял около 22 населенных пунктов. Мы получили от наших партнеров спутниковые снимки. Ну, от наших партнеров, не с нашего спутника почему-то, а от наших партнеров. Получили спутниковые снимки, что противник активно роет окопы на Запорожском направлении. Насколько я понимаю и вижу по снимкам, российское командование приняло решение создавать глубоко эшелонированную линию обороны в Запорожской области, для того, чтобы максимально не допустить ее прорыва и проведения контрнаступательной операции со стороны вооруженных сил Украины. Херсонское направление. Здесь обстрелы российской артиллерии привели к жертвам среди гражданского населения и повреждения гражданской инфраструктуры в 12 населенных пунктах вдоль линии соприкосновения. Российские оккупационные силы оказывают моральное и физическое давление на население временно оккупированных территорий. Почти, вот задавали вопрос, сразу отвечаю, что по поводу Запорожской атомной электростанции. Почти 1500 работникам Запорожской АЭС, отказавшимся в получении российских паспортов и заключении контракта с Росатомом, они проводили такую работу, принудительно заставляли брать паспорт и подписывать контракт с Росатомом. Отказывают российские войска, российская оккупационная администрация отказывает в доступе на предприятия. Захватчики прилагают усилия для набора новых сотрудников в различных регионах Российской Федерации. Готовят жилищный фонд для будущих работников через так называемую национализацию квартир уехавших местных жителей. Ну, еще скажу, что миссия МАГАТЭ, какая ситуация, станция в холодном режиме, есть запитка от внешних сетей, так что она обеспечена. Естественно, никто не снимал состояние степени угрозы.
потому что объект повышенной опасности, объект атомной энергетики. Но МАГАТЭ полностью провалила вот эту идею с переговорами по поводу демилитаризации станции. Ну, я рассказывал вам, что русские просто обманули. Они на момент прибытия делегации МАГАТЭ в Москву для ведения переговоров российское руководство завело на станцию тяжелое вооружение. И единственное, что они как бы сделали жест доброй воли, ну как они развели МАГАТЭ, они сказали, ну хорошо, мы уберем там эти системы ГРАД с территории станции, но все остальное осталось. Так что попытка МАГАТЭ провести переговорный процесс не увенчалась успехом на сегодняшний день. Именно по демилитаризации станции. Единственное, чем нас сегодня успокаивает МАГАТЭ, это то, что глава МАГАТЭ сделал Гроссу официальное заявление, что все попытки Российской Федерации переключить Запорожскую атомную станцию на российские энергосистемы пока что не увенчались успехом. Ну, думаю, что пока что, потому что строительство подстанции, которая могла бы связать Запорожскую атомную с российскими сетями, оно продолжается. Никаких остановок нет. И видите, если Российская Федерация вербует в разных регионах работников на станцию, то они не собираются ее никому передавать. Они полностью собираются ее оккупировать и удерживать до момента, пока не придут вооруженные силы и не выкинут их оттуда. Далее, за прошедшие сутки воздушные силы Украины нанесли 14 авиационных ударов по районам концентрации техники, личного состава и вооружения противника, а также 4 удара по российским зенитно-ракетным системам. Украинские ракетные и артиллерийские войска атаковали 3 командных пункта, 2 позиции вражеской артиллерии и 8 районов сосредоточения техники и вооружения противника. Ну, атаковали, я имел в виду, огневыми ударами. Понятно, что артиллерия и ракетчики не ходят в атаке, как пехота. Они наносят огневое поражение дистанционно. По состоянию на утро сегодняшнего дня в Черном море на боевом дежурстве находится 1 вражеский корабль. Он не является носителем ракет «Калибр». Была информация, что вышел носитель, вчера присоединился, но, видимо, он вернулся назад в базу. Скорее всего, либо это Керчь, либо Новороссийск. Вот. Но из-за того, что в Черном море уже 3-й день бушует шторм. И поэтому, официальная информация от Генерального штаба на сегодняшнее утро, что 1 вражеский корабль, но который не является носителем ракет «Калибр». В Азовском море продолжает оставаться 2 военных корабля Российской Федерации, но тоже они не являются носителями ракет «Калибр». Вот такие военные новости происходят сегодня на всех оперативных направлениях в Украине. Теперь немножко о новостях международных, которые происходят в Украине и вокруг нее. Министр иностранных дел Анна Бербок побывала в городе Харькове. Визит не анонсировался, понятно, по вопросам безопасности. Кстати, не успела она уехать из Харькова, как Харьков получил ракетный удар со стороны Российской Федерации. Что надо отметить, то что она проинспектировала, я так понимаю, ту гуманитарную помощь, которую Германия отправляла Харькову. Это генераторы, там теплые одеяла, и другие необходимые в зимний период вещи. И также еще раз подтвердила, что Германия будет помогать Украине экономически, финансово и в военном отношении, то есть техника и вооружение. Правительство и в частности сама Анна Бербок всегда была на стороне Украины, и правительство Германии тоже на стороне Украины. И Бундестаг, точнее, это парламент Германии, тоже на стороне Украины. Вот. Но дальше я вам расскажу, там есть еще одна новость по поводу позиции Германии, точнее ее канцлера Олафа Шольца по отношению вооружений. Но
еще раз повторюсь, министр иностранных дел Германии подтвердила, что Германия готова идти до конца, до победы Украины над фашистской Россией. Армения. Никола Пашинян, премьер-министр Армении, сделал очень категоричное заявление, которое фактически, наверное, забивает последний гвоздь в крышку гроба такой организации, как ОДКБ. Помните, в декабре месяце состоялся саммит ОДКБ, и там произошел скандал. Скандал в том смысле, что Никола Пашинян отказался подписывать итоговое коммюнике саммита. А Армения была председательствующей на этом саммите. И если он его не подписал, то коммюнике не вступило в силу. То есть саммит закончился ничем. Тогда, кстати, даже распсиховался Путин, бросил ручку на стол. И фактически они просто разошлись. Сейчас Пашинян сделал заявление о том, что в 2023 году Армения не собирается проводить на своей территории и участвовать в учениях стран ОДКБ. То есть все, что ОДКБ напланировала на 2023 год для проведения учений на территории Армении, это все умножается на 0. Он просто все это зачеркнул. Фактически это говорит это можно интерпретировать как объявление о выходе Армении из ОДКБ. Я думаю, что это ультиматум со стороны Пашиняна Путину в плане того, что почему он не подписал итоговое коммюнике саммита? Потому что, по мнению армянской стороны, коммюнике не отвечало национальным интересам Армении. То есть Россия отказалась давать войска и принимать участие на стороне Армении в конфликте или в противостоянии. Конфликта пока еще нету, слава богу, но в противостоянии Армении и Азербайджана. Ну и вот, я так понимаю, Пашинян выкатил Путину ультиматум. Видите, уже даже Армения, казалось бы, страна, которая зависит от России практически по всем параметрам, в большинстве своем, и то выставляет Путину ультиматум. Или он дает войска, деньги и вооружение и технику, либо никакого ОДКБ не будет. Вот такой ультиматум поставила. Фактически я считаю, что это можно считать ультиматум. Далее, Соединенные Штаты. CNN пишет, что уже на следующей неделе, с понедельника, наши военнослужащие приступят к изучению и освоению зенитно-ракетного комплекса Patriot. Единственное, что тут неожиданно, то, что я предполагал, что обучать наших военных будут в Европе, потому что есть эти комплексы и на вооружении в Германии, и на вооружении Соединенных Штатов в Европе тоже расположены. Но американцы приняли решение учить на основной базе. Там, где есть тренажеры, и там, где находится американский учебный центр, это Форт Сила в Оклахоме, штат Оклахома. Там находится учебный центр, учебка специалистов зенитно-ракетного комплекса Patriot. И наши военнослужащие, я так понимаю, уже убыли туда или на этой неделе убудут, и со следующей недели начнут обучение и освоение комплекса Patriot. Ожидается, что обучение может продолжиться в течение нескольких месяцев. Да, действительно, комплекс очень сложный, но я бы высказал оптимистическую надежду в том плане, что Германия тоже говорила, что освоение Панцерхаубицы 2000 потребует несколько месяцев. В результате наши артиллеристы освоили его за месяц, сдали экзамены, и гаубицы вместе с нашими расчетами вернулись в Украину и начали громить российских фашистов. Далее. Канада. Вы знаете, Канада всегда к нам очень лояльно относится, очень поддерживает Украину. И Канада решила, министр национальной обороны Канады Анита Ананд заявила в беседе с нашим министром обороны Алексеем Резниковым, она сделала заявление, что Канада покупает
уже покупает у Соединенных Штатов зенитно-ракетный комплекс «Насамс» для вооруженных сил Украины. Вот такой подарок нам делает Канада. И тогда у нас будет 7 комплексов «Насамс». На сегодняшний день у нас уже 4, еще 2 должны передать Соединенные Штаты весной этого года. И Канада купит, еще нам передаст, итого будет 7 комплексов «Насамс». Это противоракетный комплекс, я напомню, среднего радиуса действия, который сегодня стоит на защите нашего неба от российских ракет. Ну, возможно, и от иранских, если Иран все-таки решится передать России баллистические ракеты, которые Россия у них запрашивает. А вот теперь вот опять возвращаемся к Германии, и новость пришла из Европейского Союза. Франция совместно с Польшей пытается убедить Германию разблокировать поставки в Украину танков «Леопард-2». Об этом сообщает нам издание «Политика». Французский чиновник сообщил изданию на условиях анонимности, что Париж давит на Берлин, надеясь получить согласие на отправку «Леопард» в Украину в преддверии франко-германского саммита 22 января, посвященного 60-летию подписания Елисейского договора о партнерстве. Вот так вот Париж помогает. Ну, скажу так, что видимо, очень сильно Макрон переоценил, точнее, глубоко. Правильно так, наверное, будет сказать. Макрон глубоко переоценил ситуацию в конфликте, в понимании сущности конфликта между Украиной и Россией. Вот, поэтому даже видите, Франция настаивает и пользуется тем, что будет саммит, и они хотят на саммите до саммита добиться согласия Берлина. А согласие Берлина — это Олаф Шольц. Все, канцлер Германии. Если он говорит «да» и подписывает документы, значит леопарды потихонечку двинутся в Украину. Ну, я называю это с огромной любовью и уважением, но с небольшим оттенком юмора. Я называю этот немецкий зоопарк. У них гепард, леопард. Кстати, Panzerhaubitze 2000 это техническое название этой гаубицы, которая использовалась для разработчиками, когда гаубица конструировалась, производилась и проходила государственные испытания. Одной из версий названия этой гаубицы они хотели назвать ее «Носорог». То есть они любят такие. У них раньше были тигры, пантеры, сейчас у них гепард, леопард. Хотели сделать «Носорог», ну как-то так, видимо, не очень понравилось название «Носорог», и они оставили вот это техническое Panzerhaubitze 2000, PHZ 2000 в сокращенном варианте. Видите, даже выговорить слово длинное, а выговорить довольно проблематично. Поэтому я называю, что может быть этот немецкий зоопарк пополнится в составе вооруженных сил Украины. В Соединенных Штатах, опять же, то же самое издание «Политика» пишет, что начали звучать призывы о том, чтобы предоставить Украине боевые бронированные машины «Страйкер». Ну, уже рассказывал, что такое «Страйкер». Напомню, это бронетранспортер, это колесная машина формулой 8х8, то есть БТР, имеет более 10 модификаций от санитарной машины эвакуационной, 8-колесной на базе этого бронетранспортера в бронированном кузове до колесной гаубицы 105-миллиметровой на базе вот этого же бронетранспортера. Довольно неплохая машина, в основном используется в штурмовых группах бригад механизированных и в силах специальных операций армии Соединенных Штатов. То есть такая ударная боевая машина в разных вариантах исполнения. И «Политика» пишет, что пакет с этими боевыми бронированными машинами или без них может быть объявлен во время заседания контактной группы «Рамштайн» 20 января. То есть разговоры идут, США готовят очередной, вот этот пакет помощи они только огласили, не успел утихнуть еще вопросы обсуждения этого пакета военной помощи на сумму почти $3 миллиарда. Как Соединенные Штаты уже готовы объявить следующий пакет, скорее всего они объявят его
20 января на заседании Рамштайн. И в этом пакете могут быть включены, пока нет стопроцентной гарантии, могут быть включены машины, боевые бронированные машины Страйкер, ну то есть бронетранспортеры. В какой вариации, посмотрим. Для нас, в принципе, главное, чтобы этих боевых бронированных машин хватало для нашей пехоты. Ну, еще одна новость, это в Пентагоне провели это как бы слушания, аналитики поработали над ситуацией в Беларуси и пришли к выводу, что что не видят намерений белорусских вооруженных сил воевать в Украине на стороне Российской Федерации. Ну, мы об этом много говорим уже. Угроза такая существует. Снять ее со счетов мы не можем. Не учитывать мы ее не можем. Мы вынуждены держать войска на нашей северной границе с Белоруссией. Но вот видите, Соединенные Штаты даже сказали, мы точно знаем, что россияне и белорусы будут тренироваться вместе. Мы не видим никаких признаков того, что Беларусь намерена вступить в конфликт. Мы просто считаем, что это продолжается учение между белорусами и россиянами. Так в Соединенных Штатах прокомментировали совместные учения, несмотря на признаки активного перемещения вражеской техники из России в Беларусь. Но я уже говорил неоднократно, что, и кстати наш главный пограничник отметил, что мы не видим накопления техники и вооружения и белорусских войск вдоль нашей границы. Поэтому, скорее всего, поэтому американцы делают такой вывод. Для нас это хороший вывод. Далее, в оккупированном Крыму российские оккупационные власти обустроили уже второй следственный изолятор для содержания украинцев. Нам известно, что туда начали свозить людей с оккупированных территорий, в первую очередь из Херсонской и из Запорожской областей. Сначала это было СИЗО номер 1 в городе Симферополе, а несколько месяцев назад было открыто второе СИЗО по адресу колонии. Там в Симферополе находится исправительная колония, и на базе этой колонии открыли еще одно СИЗО. Против украинцев фабрикуют дела по 2 статьям. Первое — обвинение в акте международного терроризма. Это в основном применяется против активистов, волонтеров и участников АТО. И вторая статья — это создание незаконных вооруженных формирований против крымских татар. В основном они применяют. Но скажу так, что если рассматривать как разведпризнак, то то, что они из Запорожской и Херсонской областей вывозят даже подследственных граждан Украины, перевозят их в Симферополь, говорит о том, что они не уверены в том, что они удержат эти территории. С одной стороны, весть, как бы посыл положительный для нас, но с другой стороны, преследование и геноцид против наших граждан, это, конечно, очень огорчает. Ну ничего, мы это все документируем, все будет в акте уголовного дела. И последняя на сегодняшний день новость, как говорится, на пасашок. Что делает? Американский аналитический центр провел серию из 24 военных штабных игр с участием ряда отставных офицеров военно-морских сил США, в которых просчитывались возможные сценарии столкновений между Китаем и Тайванем при поддержке последнего флотами Японии и США. То есть в Соединенных Штатах Америки аналитический центр провел моделирование, компьютерное моделирование с использованием консультаций аналитиков, бывших офицеров и действующих офицеров военно-морских сил США. Модель конфликта была следующая. Китай нападает на Тайвань. Флот Японии и флот Соединенных Штатов поддерживают Тайвань в борьбе против китайской армии. Очень интересные результаты. Рекомендую к восприятию. Значит, по результатам этих игр моделирования получили следующие выводы вот этой вот компьютерной модели. Тайвань отбивает высадку Народно-освободительной армии Китая, хотя теряет весь свой флот. Несет потери порядка 3500 солдат. Экономика острова полностью разрушена. Китай
при попытке высадиться на Тайвань несет потери убитыми до 10 тысяч человек, плюс до 10 тысяч пленными, это те, кто смог, я так понимаю, доплыть до Тайваня. Также Китай теряет порядка 155 самолетов. Флот китайский теряет 138 больших кораблей, что означает практически уничтожение этого флота. Флот Соединенных Штатов, который придет на помощь Тайваню, теряет 2 авианосца и порядка 10-20 других кораблей. Около 3,2 тысяч убитыми. А Япония теряет более 100 самолетов и 26 кораблей. Американские военные базы на территории Японии подвергнутся китайским бомбардировкам. Вот вам, пожалуйста, компьютерная модель войны. Сразу все становится понятно. В плане того, кто сколько чего может потерять. Это модель. Это один из вариантов развития событий. Ни в коем случае это не стопроцентный прогноз проведения. Но я думаю, что в основном эта модель говорит о том, что Китай все равно проиграет. Против 3 стран, 2 флота, флот Японии, флот Соединенных Штатов, плюс Тайвань со своим флотом, у Китая нет шансов победить в этом вооруженном конфликте. Это еще раз дает основания для того, чтобы предположить, что вряд ли Китай на сегодняшний день решится на военную операцию против Тайваня. А для нас это говорит о том, что мы можем быть уверены, что Соединенные Штаты не будут отвлечены от нашего конфликта, противостояния с Россией, на защиту Тайваня и будет полностью заниматься поддержкой наших вооруженных сил и нашей страны в противостоянии с российским фашизмом. Ну что ж, на этом мы военно-политическую часть закончим. Я делаю по традиции паузу. У вас есть время подписаться на мой канал, поставить лайк этому видео, если оно вам нравится. И через некоторое время мы с вами продолжим. А продолжим мы с вами, как обычно, по традиции, ответом на ваши вопросы, те, которые вы задали. И первый вопрос сегодняшнего дня прозвучит следующим образом. Добрый вечер. Расскажите, пожалуйста, про реактивную систему Альха. Применяется ли она где-то, есть ли к ней у нас боеприпасы? Давайте так. Альха это не система. Альха это боеприпас. У нас на вооружении от советских времен осталась реактивная система залпового огня «Смерч». Калибром 308 мм, 12 направляющих, база белорусская, МАЗ, 543 МАЗ. Дальность стрельбы боеприпасом 70 км. К ней были кассетные, в основном кассетные боеприпасы, немного осколочно-фугасных. Вот. И наша КБ «Луч» было принято решение разработать для этой системы. После 2014 года количество боеприпасов резко уменьшилось. Стал вопрос высокоточного оружия тактической дальности, то есть порядка 100 километров. И КБ «Луч» предложила сделать управляемый высокоточный корректируемый высокоточный боеприпас для системы «Смерч». Боеприпас называется «Альха». Да, боеприпас был сделан, прошел госиспытания, действительно отвечает всем параметрам высокоточного. Дальность стрельбы этим боеприпасом 110 километров. Министерство обороны, насколько я помню, в какой-то период между 2018 и 2022 годом заказала около 50 этих снарядов высокоточных. Они были выпущены предприятиями Украины. Это полностью наша разработка и полностью наше производство. То есть это все отечественное. Снаряд Альха к системе «Смерч» полностью отечественный. Потом было предложение, что в связи с тем, что мы можем производить такие боеприпасы, было предложение переименовать «Смерч» в «Альху».
как систему, и к ней сделать боеприпасы с дальностью 110 километров некорректируемые, плюс увеличить дальность корректируемого боеприпаса Альха-2 до 140 или 170 километров. Ну вот это второе предложение не успели мы осуществить, потому что началось массированное вторжение российских войск в Украину в феврале прошлого года. Вот. Но и в 2020 году закупка высокоточных боеприпасов Альха была прекращена из-за позиции главкома, тогдашнего главкома генерала Хамчака. Он сказал, мне сейчас другие приоритеты, и поэтому Альха не попала в гособоронзаказ. Закупка ее была приостановлена. Вот такая вот ситуация. И Альха это боеприпас, это не система. Расскажите, пожалуйста, какой танк на сегодняшний день самый передовой. Расскажите его характеристики и заранее спасибо. Ну, давайте так. Самый передовой танк, угадайте с одного раза, кто у нас дока в танкостроении со времен Второй мировой войны. Конечно же, немцы. Конечно же, Леопард. Леопард 2 лучший на сегодняшний день занимает первое место в рейтинге, в мировом рейтинге танков. Десятку я вам могу быстро огласить. Думаю, будет интересно. Топ. Итак, 10 лучших танков мира по рейтингу. Начинаем с конца. 10 место занимает танк Оплот. Боевая машина Оплот. Наш отечественный. Экипаж 3 человека. Боевая масса 51 тонна. Двигатель 1200 лошадиных сил. Скорость по шоссе до 70 км в час. На вооружении с 2009 года. Разработан Харьковским бюро машиностроения. То есть наш танк замыкает десятку лучших танков мира. На 9 месте Т-90 Владимир, Российская Федерация. Год эксплуатации с 92-го. Боевая масса 46 тонн. Двигатель 840 лошадей. Максимальная скорость по шоссе 60 километров в час. Основной боевой танк. Считается Т-90 самым успешным в мире коммерческим проектом. Наверное, это обеспечила Индия, которая покупала эти танки десятками для перевооружения своей армии. Это самый большой был российский контракт. Т-90 в принципе горит точно так же, как Т-72 на наших полях. 8 место в мировом рейтинге занимает французский Леклерк. Тоже с 92 года в эксплуатации. Но это не значит, что они остались в той же версии. Они модернизируются. Боевая масса 55 тонн. Мощность двигателя 1500 лошадиных сил. Максимальная скорость 71 км в час. Это основной боевой танк Франции. Кстати, мы просили Леклерки, на что летом президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что танки мы вам не дадим. А теперь Эммануэль Макрон давит на Олафа Шольца, канцлера Германии, чтобы тот дал нам Леопарды 2 и разрешил Франции. У Франции есть, кстати, несколько Леопардов 2. 7 место. Япония. Тип 10. У них нельзя иметь армию, нельзя иметь танки, и они поэтому свои танки называют вот такими вот назвать. Тип 10. С 2012 года в эксплуатации, 44 тонны боевой вес, 1200 лошадей, скорость 70 км в час. На 6 месте Израиль, Меркава. 65 тонн боевой вес. Кстати, Меркава практически нигде не продается. Почему? Потому что танк предназначен только для твердого грунта. В Израиле особенность местности, там твердокаменная пустыня. Поэтому Меркава чувствует себя прекрасно. Он как такой боевой слон, я бы его назвал. Хорошо защищенный со всех сторон. 1500 лошадиных сил. Двигатель 60 км в час. Скорость
и очень хорошие боевые характеристики в плане огневой мощи. То есть Меркава может выехать из укрытия и просто вот выбивать по одному, медленно, но уверенно выбивать огневые точки противника в ходе боевых действий, что Израиль демонстрировал неоднократно в предыдущих войнах. На пятом месте, вот, кстати, я был очень сильно удивлен, на пятом месте Т-14 «Армата». Танк без тактико-технических характеристик, но он во всех рейтингах почему-то присутствует. Страна Российская Федерация. Годы эксплуатации написано на этапе войсковых испытаний, который он не прошел, и мы знаем точно, что в 2021 году проект закрыт. Они даже, видите, боевая масса 48 тонн заявлена, мощность двигателя, внимание, 1350, 1500, 1800 лошадиных сил. То есть даже какой двигатель там стоит, толком никто не знает. Скорость по шоссе 80-90 км в час. Зачем его включили? Я думаю, по настоянию России. Видите, что делает пропаганда. Россия так раскрутила этот танк. Кстати, в описании этого танка написано, что противотанковые управляемые ракеты класса Javelin, Spike или GM не способны пробить броню «Арматы». Очень удивительно. У нас Джевелин пробил все, что Россия выкатила на поле боя. Джевелин и Энлау, допустим, пробили любую броню. Пожгли все, что было на поле боя. «Армата» не была, кстати, ее нету. Она, я так понял, кроме парадного расчета, больше «Арматы» нигде и не было в Российской Федерации. Четвертое место занимает британский «Челленджер». С 1995 года в эксплуатации. Очень своеобразный танк. Тоже из числа тяжелых, 63 тонны боевой вес, 1200 лошадиных сил двигатель, скорость 56 км в час. Особенность «Челленджера» состоит в том, что у него нарезная пушка, что очень редко для танков. И причем довольно большого 120-миллиметровая нарезная пушка. Фактически это самоходка на гусеницах, что обеспечивает точность ведения огня и довольно большую мощность в огневом плане. Третье место занимает американский М1А2 СЭП. Говорят, что это последователь М1 Абрамс. Это как бы его следующее поколение. Год эксплуатации с 99-го. 63 тонны боевой вес, 1500 лошадиных сил мощность двигателя, скорость до 70 км в час по шоссе. Видите, весь мир идет, у нас танки более легкие, 46 тонн, это считается средний танк, уже более 50 тонн, это уже относится к категории тяжелого танка. Я даже уже начинаю задавать себе вопрос, а в нашем черноземе, жирном, раскисшем черноземе, что будут делать эти тяжелые танки? Как они смогут вести боевые действия? Это очень, наверное, будет для нас проблематично. На втором месте тоже было приятное такое удивление. Южная Корея. Танк К-2 «Черная пантера». Кстати, это именно тот танк, который купила Польша взамен американских Абрамсов. Когда американцы начали, честно говоря, так вилять, продавать, не продавать Польше, поставлять, не поставлять Абрамсы, Польша тут же договорилась с Северной Кореей и купила вот этот танк К-2 «Черная пантера». Тоже относится к категории тяжелых, 55 тонн, 1500 лошадиных сил, 70 км в час. И сразу же Соединенные Штаты быстренько поставили, в Польшу прибыл пароход с танками Абрамс. Поставки сразу же начались. Южнокорейский танк на втором месте. И лидер проката, как говорят киношники, это же, конечно, Германия. Леопард 2 в версии А7. Версия А7 это самая современная версия, он нашпигован буквально как немецкая машина любая, нашпигован электроникой с 2014 года, это самая последняя разработка, он в эксплуатации, 68 тонн боевой вес этого танка, 1500 лошадиных сил, 72 км в час максимальная скорость по шоссе.
пушка 120 мм, гладкоствольная пушка. Дальность, прицельная дальность может быть до 7 километров. До 7 километров. Скорострельность может достигать до 8 выстрелов в минуту. То есть, действительно такая, судя по описанию, машина боевая. Их, кстати, очень мало. Бундесвер 2 года назад, в 2020 году, Бундесвер заказал модернизацию леопардов вторых версии А4 до версии А7. 100 штук для себя. Он еще мало распространен, у него он довольно дорогой танк, но тем не менее первое место в мире на сегодняшний день. В соотношении, начиная от цены, заканчивая огневыми возможностями. Так что такой примерно расклад на сегодняшний день в мировом танкостроении. Лучший танк лидер, мирового танкостроения — это немецкий Леопард 2. В мене питання або прохання: дайте хоч якусь інформацію про Енергодар, Запорізьку атомну електростанцію. Всі мовчать. Чому Нікополь та райони щоденно потерпає від обстрілів? Ми чекаємо інформації з цього напрямку, як ковток повітря. Немає інформації, згадувань ні від кого. Що там тема ГАТЕ? Кажуть, що вони там з кадирками горілку взагалі п'ють. З території Франції, з території станції та біля ведуться обстріли. Чому вони не фіксують їх? Чому мовчать? Як на мене, то може їх звідти гнати поганою палкою. Нащо вони там? Одразу дякую вам наперед за відповідь. Місто Нікополь незламні. Я основную информацию про Запорожскую атомную станцию я рассказал. МАГАТЭ нечем похвастаться, поэтому они молчат, как рыба об лед. Они не будут фиксировать. МАГАТЭ предназначено для фиксации ситуации на самой станции. Это комиссия по атомной энергетике, они наблюдатели. Они следят за тем, чтобы русские не довели эту станцию до критического состояния и там не произошел несанкционированный выброс радиоактивных веществ. Вот задача МАГАТЭ. Они не могут даже вмешаться в ту ситуацию, которая на сегодня находится на станции. И единственная их миссия — это наблюдать, и в случае возникновения опасности или нештатных ситуаций они оповещают весь мир. И тем самым стараются держать. Россияне не хотят попадать под такую раздачу, что они там выводят станцию из строя или доводят ее до критического состояния. Вот в этом и заключается миссия МАГАТЭ. То, что Россия постоянно обстреливает правый берег Днепра, Никополь, Марганец, это тактика действий российской армии. К сожалению, они действуют, их задача — максимальное уничтожение нас как нации, как государства. Поэтому они наносят огневые удары при любой возможности и используют станцию в качестве прикрытия, чтобы наша артиллерия не наносила ответный удар. Так что пока наши вооруженные силы не освободят Энергодар вместе со станцией, к сожалению, ситуация, на мой взгляд, не изменится. Вітаю. Скажіть, коли ласка, МиГ-31 з кинжалом під брюхом взлетает, садится, то, наверное, ракета бутафорская, ведь самолет перед заходом на аэродром должен сбросить боекомплект во избежание детонации. Кто вам такое сказал? Нет. Единственное, что должен сделать самолет перед посадкой, это максимально уменьшить посадочный вес самолета. Раньше, пока экологи не запретили, раньше, допустим, даже пассажирские самолеты, заходя на посадку, сбрасывали остатки топлива и воды за борт для того, чтобы уменьшить посадочный вес. Боевые самолеты нет, они рассчитаны на то, что они могут взлететь и садиться с полным боекомплектом на борту. Никакой детонации не будет. Летчиков специально этому обучают.
Почему? Потому что, а если самолет не использовал свой боекомплект, что тогда? Как быть? А если полет, допустим, боевое патрулирование, самолет выходит на боевое патрулирование с полным боекомплектом. Он его отпатрулировал, он закончил боевое дежурство и садится на аэродром. Куда ему девать боекомплект? Сбрасывать? Или отстреливать? Нет. Так что, а вот насчет бутафорская ракета под фюзеляжем или нет, тут очень большой вопрос. Думаю, что да. Объясню почему. Потому что всего на сегодняшний день, по данным разведки нашей западной, всего в Российской Федерации числится 43, по-моему, изделия «Кинжал». То есть ракет, которые переоборудованы вот для подвеса под брюхо МиГ-31. Кстати, они даже не доработали этот МиГ, потому что предполагалось, что он будет нести 3 ракеты. 2 на крыльях и 1 под фюзеляжем. В результате сделали только 1 под фюзеляжем. Это опять же говорит о качестве военных разработок в Российской Федерации. Ну, я уверен, что по документам и оплачено на 3 ракеты. Ну, в жизни 1. Вот. И в связи с этим, и в связи с тем еще, что политика белорусского самопровозглашенного лидера Лукашенко не принимать участие в этой войне, последние 3 месяца никакие удары со стороны, ракетные удары со стороны Белоруссии по территории Украины не наносятся. Поэтому держать там боевые ракеты, думаю, для россиян смысла на сегодняшний день нету. Вот. Хотя вероятность того, что это боевая ракета, тоже существует. Но думаю, что бутафорская. С учетом обученности пилотов. Но вы не забывайте, что бутафорская ракета может иметь форму, обтекаемую форму и вес, как у боевой. Для, опять же, обучения или тренировок экипажей. Привіт, Сполучених Штатів. Дякую за інформацію. Питання, чи є спроби розробити систему психологічного впливу на передовій позиції противника? Наприклад, із закликанням через гучномовець, навіщо помирати за Путіна? Війну програно, вбивайте своїх офіцерів і так далі. Чи історія показала, що такі методи не є ефективними? Почему? Кстати, даже была информация о том, что наши защитники, находясь в обороне, включали гимн Украины, призывали российских солдат сдаться в плен. Было. Но такие есть подразделения, которые агитационные, будем так говорить, подразделения, которые проводят агитацию. Кстати, мы применяли в артиллерии агитационные снаряды и применяем до сих пор с распространением листовок на позиции российских войск с призывами сдаваться в плен и не участвовать в этой кровавой войне, не становиться военными преступниками. Так что эта работа ведется, просто сегодня она не имеет такого массового характера и поэтому не получает такой огласки. Все-таки российское командование старается создать идеологию этой войны в рядах мобилизованных, в рядах регулярных частей российской армии. И, соответственно, эффективность восприятия этой агитации, она на сегодняшний день очень низкая. Хотя так процент тех, кто умудряется даже в этих условиях перейти линию фронта и сдаться в плен, все равно остается хоть небольшим, но он есть. Можете прояснити, які організаційні одиниці існують саме для техніки? Маю на увазі терміни на кшталт танкова рота, танковий дивізіон тощо, які часто чую останнім часом, і чи різняться цифри для САУ, гаубиць тощо. Скільки таких організаційних одиниць Україна зможе сформувати після останніх анонсованих пакетів допомоги від Сполучених Штатів, Німеччини, Франції та інших країн? Смотрите, по организационным единицам есть экипаж, взвод, рота, батальон, бригада. Экипаж это 1 машина, взвод это 10 машин, потому что, точнее, взвод это 4 машины. Нет, стоп.
уже сам сбился. Первая машина появляется у командира роты. То есть во взводе 3 машины. Одной из них командует командир взвода, и, соответственно, есть 3 экипажа. Взвод — это 3 машины. Рота — это 10 машин. 3 взвода по 3 машины, 9, и плюс машина командира роты. Причем здесь надо рассматривать параллельно 2 процесса. И БМП, и БТРы, 3 даже, и танки. То есть структура, она примерно одинаковая, что в танковом, что в механизированном подразделении. А механизированное подразделение может быть на бронетранспортерах или на боевых машинах пехоты. Примерно такая же структура тоже, если мы говорим про взвод, это 3 машины в десантных войсках. Там то же самое. Взвод 3 машины, рота 10 машин, батальон это 32 машины. Потому что в батальоне 3 роты по 10 это 30, плюс машина командира батальона, и появляется машина начальника штаба, которая является машиной управления. В основном она представляет собой больше оборудована средствами связи. Вот. То есть 32 машины это батальон. Если батальон усиленный, может быть штатная структура, когда в батальоне до 40 машин. Ну, штатный батальон, чтобы вы понимали, 32. Соответственно, в бригаде 3 батальона профильных, это 96 машин, плюс рота в батальоне, который состоит в бригаде. Потому что механизированная бригада — это 3 механизированных батальона и 1 танковый. Так вот, в танковом батальоне есть механизированная рота. И в ней будет, соответственно, 10 машин тоже. То есть 100 машин, это примерно 106 машин, это примерно 1 бригада. Это может быть 106 танков, 106 бронетранспортеров, 106 боевых машин пехоты. Это общевойсковая структура. Троичная структура, которая у нас осталась еще от Советского Союза. На Западе примерно то же самое, там единственное отличие начинается на уровне батальонов, потому что в бригаде может быть до 5. У них нету бригад механизированных или танковых, вот допустим в армии США, там есть просто бригада. И в бригаде может быть 5 танковых, 5 механизированных батальонов. Итого 10 боевых батальонов. Кстати, звание бригадный генерал присваивается, точнее штатная должность комбрига бригадный генерал, категория бригадного генерала начинается, когда в бригаде более 10 и более боевых батальонов. Артиллерия немножко отличается от общевойсковых подразделений тем, что в артиллерии градация идет, расчет, не экипаж, а расчет. Называется взвод, батарея, дивизион. Расчет — это одна единица, то есть орудие или самоходка, или боевая машина, если реактивная система залпового огня. Взвод — это 3 машины. 3 орудия, допустим, 3 самоходки. Батарея может быть 6, а взвод может быть 3 или 2, или 4. Вот в артиллерии тут плавающая немножко организационно-штатная структура. И соответственно, батарея, основной огневой единицей считается батарея артиллерийская. И она может быть 4, 6 или 8 орудийного состава. Соответственно, взвода будут то же самое: 2, 3 или 4 орудийного состава. И 3 батареи составляют дивизион. То есть стандартная считается 6-орудийная батарея. 3 батареи — это 18 орудий. В одном артиллерийском дивизионе 18 орудий. 18 боевых машин реактивных систем залпового огня типа «Град», если это реактивная батарея или реактивный дивизион. В ствольном дивизионе 18 стволов, если считать вот так по стволам. В артиллерии, сейчас мы переходим на бригадные, раньше были полки артиллерийские, сейчас у нас бригадная артиллерийская группа. В каждой бригаде есть БРАГ, бригадная артиллерийская группа. Так вот, эта бригадная артиллерийская группа, как правило, состоит из 4 дивизионов. 1 дивизион калибра 122 мм, 2 дивизиона калибра 152 мм и 1 реактивный дивизион.
Вот такой типовой. Это считайте, что в бригаде получается, если, допустим, танковая бригада, это порядка 100 танков, это порядка 20, точнее нет, 40 БМП, или ну, если танки, то БМП в бригаде, и порядка 72, 4 дивизиона, порядка 72, из них единиц артиллерии. Из них 54 это ствольная артиллерия и 18 единиц систем реактивной артиллерии. Вот вам структура и понятие, что такое танковая рота. Вы должны запомнить, что если танковая рота, это 10 танков. Если механизированная рота, значит это 10 БМП или 10 БТР. Если артиллерийская батарея, то это 6 орудий или 6 боевых машин. Если артиллерийский дивизион, значит это 18 орудий или боевых машин. Вот такая вот структура и градация. А того, что можно сформировать из военно-технической помощи, которую нам предоставляют страны-партнеры, вы, соответственно, вот то, что я вам рассказал и объяснил, пожалуйста, если идет 50 машин Брэдли, да, делите на 10, это сколько? 5 рот. 5 рот это 2 неполных батальона, потому что в батальоне 3 роты. Можно сформировать из этих боевых машин пехоты, которые нам передает Соединенные Штаты. Если они дают 18 гаубиц, значит это что? Полноценный артиллерийский дивизион мы формируем на базе этих 18 гаубиц. Это вот как в последнем пакете было указано. Следующий вопрос. Артиллерия стала удивительно дальнобойной, подвижной и точной, а танки остались сильно заметными, малоподвижными и со смешной дальностью в 7 километров. Не наблюдаем ли мы закат эры танков? Дякую за відповідь, усе буде жовто-блакитним. Нет, смотрите, во-первых, не 7. Даже наш танк, вот наши танки, 64-ка, у нее 9-12 километров. Дальность стрельбы с закрытых огневых позиций. Но ведь танк это же не артиллерия. Они могут выполнять эту задачу. Иногда заменяют артиллерию ввиду ее нехватки. И выполняют эту задачу по дистанционному огневому поражению противника. Но задача танка это ближний бой. Для танка важно, самое главное, чтобы у него была прицельная дальность примерно начиная с 2 километров. Вот если он с 2 километров может вести прицельный огонь, то это несокрушимая сила. В наступлении танки могут выбивать любые огневые средства из обороны противника. Или наоборот, если танки стоят в окопах, зарытые по самую башню, то это фактически укрепрайон, который прорвать очень и очень тяжело. Надо выбить все танки, иначе они будут вести прицельный огонь и не дадут наступающим войскам выполнить свою задачу. Поэтому нет, танки не изживут себя. Плюс, когда идет наступление, допустим, штурм позиций, то танк это не только огневая сила, это еще и щит. Броневой щит для пехоты, которая, прикрываясь танками, доходит до боевых порядков противника и начинает вести ближний бой. А танк на сегодняшний день везет на себе все. Это универсальная огневая сила, которая имеет артиллерийское орудие, которая имеет, как правило, несколько пулеметов, один спаренный со стволом и один турельный на башне, который у некоторых моделей танков может управляться изнутри, может ставить дымовую завесу, имеет дымовые гранаты, может бороться с противотанковыми управляемыми средствами, отводить их от себя, вот, и, соответственно, может прикрывать пехоту в плане, может разминировать проходы в минных полях навесным оборудованием типа тралов, которые ставятся. Так что нет, наоборот, я думаю, что танки будут совершенствоваться. Единственное, что танк, скорее всего, в результате должен перейти в состояние робота. Беспилотного робота, которым будет управлять оператор. Вот это, я думаю, перспектива развития танков на сегодняшний день.
Ну что ж, на этом мы вопросную часть нашего с вами видео закончим. И у нас остается третья часть. Это комментарии, приветствия и пожелания, которые вы прислали. И первым комментарием сегодняшнего дня будет следующий. Я в предыдущем видео вчера вспомнил довольно известную поговорку и широко распространенную, которая звучит, что если гора не идет к Магомету, то Магомед идет к горе. Кстати, вот получил такой комментарий. Пан Жданов, мы, мусульмане, поддерживаем вашу борьбу за свою страну. Но нас очень огорчили ваши слова про пророка Мухаммада. Не стоит оскорблять нашего пророка с неправильным применением про гору, которая идет. Считайте это как просьбу. Мягко сказать, дальше мы думаем. Вы как интеллигентный человек извинитесь мусульманами, ну, наверное, перед мусульманами, которые воюют на вашей стороне. Ну, во-первых, у меня не было даже мысли кого-то оскорблять или обижать. Эта поговорка имеет исторические корни, и она довольно распространенная. Кстати, смысл этой поговорки в том, что вот этот пророк проявил мудрость, сказав, что он сказал, что будет. Давайте так, историческая справка. Я, конечно же, приношу извинения, если кого-то оскорбили мои слова. Я не ожидал, что будет такая реакция, но я специально открыл и хочу вам сделать такую историческую справку. Обычно происхождение этого выражения связывается с одним из рассказов о Хадже Насреддине, герое восточного фольклора, известном выдумщике и острослове. Так, в одном из арабских сборников, примерно 1631 год, говорится о том, как Хаджа Насреддин Джаха эль-Руми, это полное имя Насреддина, на арабском языке, однажды решил выдать себя за святого. Когда его спросили, как он это докажет, он ответил, что может приказать пальмовому дереву подойти к нему, и оно повинуется. Когда же чудо не произошло после этих слов, то Хаджа сам подошел к дереву со словами: «Истинные пророки и святые лишены высокомерия. Если пальма не идет ко мне, то я иду к ней». Иногда встречается другая версия этой же фразы. Если пальма не идет к Джохе, так Джоха пойдет к пальме. В современном варианте это выражение вошло в европейские языки. Я подчеркиваю, это очень распространенная поговорка. Благодаря известному английскому ученому и философу Фрэнсису Бэкону, который умер в 1626 году, который в своей книге «Нравственные и политические очерки», которую написал в 1597 году, привел собственный вариант рассказа о Хадже Насреддине, заменив последнего на самого пророка Магомета. В очерке о смелости, содержавшемся в этой книге, Магомед обещает народу сдвинуть гору, но когда это не удается, говорит, что ж, так как гора не хочет идти к Магомету, то Магомед пойдет к ней. Иносказательно в этой поговорке говорится о желании сделать первый шаг к решению проблемы, возникшей в отношениях с партнером, оппонентом и прочими. Вот такова историческая справка, поэтому у меня даже не было мысли кого-то там обидеть с исламским вероисповеданием, чтобы вы знали. Но если мои слова вас обидели, то я приношу свои извинения. А мы движемся дальше. И следующий комментарий будет звучать так. Слабо верится, что Китай был не в курсе планов России, которые, скорее всего, также промахнулись в своих прогнозах, сделали не ту ставку. Да, я понимаю ваше желание, точнее вашу мысль, что вы думаете, что Китай сделал ставку на Россию, типа сказал, ну ладно, давайте, знали, что будет нападение, а когда Россия облажалась, Китай сделал вид, что мы же не знали,
и взяли и наказали чиновника. Вполне вероятный такой варіант. Подяка Литві за міномети, а також за послідовну і сміливу підтримку у війні з ФСБшно-бандитською мафією. У січні 91-го року радянські війська танками давили демонстрантів у Вільнюсі. Пам'ятаю, що загинула молода дівчина. Царство небесне всім героям. На мою думку, Австралія так допомагає нам, тому що ми допомогли у свій час їм. Згадайте ті люті пожежі, що там були роки 2 тому. Можу помилятися. І наші хлопці з ДСНС літали туди на допомогу. Австралія просто пам'ятає, хто допоміг їй і допомагає нам. Ну, думаю, що і це має право версія на життя. Дякуємо шведам та чехам за сміливість, що передають танки та артилерію. Дай Боже, бо як тільки щось збирається нам надавати, одразу якісь проблеми виникають. Слава Україні і Вооруженим силам України. Привіт із Канади. Живет Беларусь. Слава Украине. Подожди, Беларусь тоже будет свободной. Мы в этом не сомневаемся, что у вас будет еще, у вас есть шанс освободиться от тирана Лукашенка. Вітання з Чикаго. Слава героям України. Україна переможе. Всіх рашистів на зустріч з Кобзоном. Щиро дякую за інформацію. ЗСУ Титани. Слава героям. Вітання з Лівану. Дякуємо за інформацію. Слава Україні, слава Збройним силам України, героям слава. Ливан иногда появляется и сообщение из Ливана. Литва верит в победу Украины, слава нации. Немножко сбилось, но мы сейчас восстановим. Вітання з Італії. Українці звідси допомагаємо як можемо. Слава нашим захисникам, слава Україні. Ми обов'язково переможемо цю рашистську орду. Дякуємо за інформацію та роз'яснення. Добрий вечір. Бердичевлянка из Баку. Да, я вас помню. Вы несколько раз я зачитывал ваши сообщения. Сегодня хочу восхититься мужеством и терпением народа Украины. Сейчас объясню подробнее. Моя двоюродная сестра много лет работала на Билибинской атомной станции. После переезда в Украину купила домик в Буче. Последний раз я была там в 2013 году. Райский уголок. Ну, действительно, Буча — это курортная зона, кстати, заповедная под Киевом. И там действительно очень красивые места. Оккупацию пережили в подвале этого дома. Моя сестра, дочка, зять и внучка. Когда с ними пропала связь, было очень страшно. Но они, слава богу, выжили. Так вот, на днях сестра переслала видео, какой был дом, когда наши освободили Бучу, и как сейчас они его отстроили. Все равно мы будем жить. Все равно мы будем растить детей и нянчить внуков. Народ моей Украины не сломать. Слава нашим вооруженным силам, вечная память погибшим за Родину. По скриптам. Сейчас жду освобождения Мелитополя. У меня там была студенческая практика. Ну что ж, я думаю, что не за горами. Спасибо за информацию. Скорейшей победы Украине и поражения путинским оккупантам. Позор террористической фашистской России. Привет из Новгорода. Привет из Литвы. Очевидно, что победа Украины все ближе и ближе. У нас в Корее до сих пор все карантинные мероприятия в силе. Маску обязательно носить на улице и в помещениях, транспорте. И не видно конца и края этому. Заболевшие коронавирусом должны отсидеть 7 дней в карантине. Ну вот видите, а соседняя с вами страна Китай полностью отменила все какие-то мероприятия.
Разом переможемо. Сьогодні 10 Mercedes-Benz автобусів із Риги выехали к своему новому адресу в Киеве. Они наполнены самыми необходимыми вещами и добрыми пожеланиями рижан для жителей, охваченной войной Украины. Удачи и безопасного пути. Отдельная посылка со Stinger и военными дронами Made in Latvia, которые высоко оценили специалисты вооруженных сил Украины. Можем повторить. Ну вот эта фраза мне от вас понравилась. Спасибо. The New York Times выпустила видео расследования о преступлениях российских военных в Буче. Видеодоказательств море. Также известны лица и фамилии большинства убийц и насильников. Кстати, Украина будет требовать выдачи всех. Всех, кого задокументировали, всех мы будем требовать выдачи для осуждения Международным уголовным судом, о котором я вчера вам рассказывал. Ну что ж, вот такие пожелания, комментарии и приветствия прозвучали в сегодняшнем видео. На этом я благодарю вас за ваше внимание, что вы досмотрели до этого момента. Еще раз приглашаю подписаться на мой канал, поставить лайк этому видео, если оно вам понравилось, и тогда оно будет более распространенным на YouTube, на платформе YouTube. Также огромная благодарность спонсорам и тем, кто помогает моему каналу. Благодаря вашей помощи у меня есть возможность доносить до вас эту информацию через вот эти видео. Ну а мы с вами продолжаем верить вооруженным силам Украины. Перемога за нами. Слава Украине!